Всем привет, это Пара Спиц, и с вами Тоня Февралева. Сегодня покажу, как вязать вот такие вот красивые елочки и игрушки. Ими можно украсить дом, можно сделать из них гирлянду, повешать на стену. Очень красиво будет смотреться. Также можно их дарить как подарок на Новый год. Для того, чтобы связать такие игрушечки, нам понадобятся ниточки. У меня вот такие джинс, цвет 69. Пара спиц понадобится, крючок, линейка, джут и бусинки. Можно любые взять. Я взяла деревянные, у меня будет вот такая вот бусинка, но можно взять и красные бусинки, и желтые, то есть это будет как звездочка на елочке смотреться. Очень классно будет. Смотрите сами, главное, чтобы была большая дырочка, чтобы пролез туда джут. На спице номер 3,25 мм набираем 3 петли любым способом. Набрали. Теперь вяжем 4 ряда просто лицевыми. Все ряды мы будем вязать лицевыми, в том числе и первую и последнюю петлю мы провязываем лицевыми. Первый ряд провязали, второй ряд тоже лицевыми все петли. Третий ряд, четвертый ряд, а в пятом ряду мы будем делать прибавки. Делаем их таким способом: первую петлю провязываем лицевой, дальше перекрещенный накид, следующую петлю провязываем лицевой, снова перекрещенный накид и лицевая петля. И так мы будем делать прибавки в каждом пятом ряду. То есть мы вяжем 4 ряда, в пятом ряду делаем прибавки. Лицевая, скрещенный накид, все лицевые, скрещенный накид, лицевая. То есть после первой и перед последней петлей мы будем делать прибавление. И так вяжем на высоту 10 сантиметров. Я провязала 10 сантиметров, и теперь я буду закрывать петли. Закрываю их по обычной схеме, провязывая по 2 вместе лицевой. 2 вместе провязала, вернула, провязала, вернула петельку. Обрезаю ниточку и последнюю петельку вытягиваю, протягиваю через нее ниточку, и вот у нас получилась елочка. Теперь нам нужно спрятать кончики. Для этого я беру крючок и крючком прохожу сквозь петельки в разных местах. И пропускаю ниточку. Хорошо распределяю и обрезаю. Также поступаю со второй ниточкой. Прохожусь в разных петелечках. Пропускаю ниточку. И обрезаю. Такая вот у нас получилась елочка. Она получается ровненькая, никуда не закручивается. Все ровно, все красиво и аккуратно. Дальше нам понадобится 20 сантиметров ниточки джут. Отмеряю 20 сантиметров и отрезаю. Теперь крючком пропускаю ниточку джута через елочку, через верхушечку. Вот так вот у нас получилось. И теперь одеваю бусинку на ниточке.
Все, бусинку надели. И в конце ниточки завязываем на вот такой вот узелочек. Все, наша елочка получилась. Надеюсь, у вас тоже получатся такие классные елочки для себя или для кого-то из родных, или для друзей. Будет отличный подарок своими руками. С вами была Тоня Февралева. Всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Всем вам любви, тепла и добра. Всем пока!